Привет, это Навальный. Вот держу в руках бумажку, которую переслал мне наш отдел расследований. И с одной стороны, я хочу ее просто немедленно в ярости разорвать. С другой стороны, я не могу это сделать, потому что хочу вам зачитать эту бумагу и предполагаю, что вы тоже впадете в ярость, увидя эти цифры. Это документ о закупках предметов интерьера компании «Роснефть». Ну, точнее, одной из ее дочек, это не так важно. Я напоминаю вам, что «Роснефть» — это крупнейшая государственная нефтяная компания. То есть по закону она принадлежит вам, уважаемые зрители. Ей управляет непосредственно правительство России, наше правительство, и оно назначает все руководство компании. Мало того, фактически компанией управляет лично Путин, который со своим ближайшим другом Игорем Сечиным рулит важными вопросами внутри этой компании. Так вот, я вам сейчас зачитаю стоимость некоторых предметов интерьера, закупленных компанией, принадлежащей государству, в котором 19 миллионов человек живет за чертой бедности. Я думаю, что у половины из тех, кто смотрит сейчас это видео, зарплата меньше, чем 30 тысяч рублей. И вот вы особенно насладитесь тем, что компания «Роснефть» закупила рюмка для водки по цене 11 тысяч рублей. И в это же время зарплата учителя лицея в Тамбовской области составляет 7500 рублей. Щипцы для льда за 36 тысяч рублей. В это же время зарплата грузчика в Новосибирске составляет 23 тысячи рублей. Щипцы для сахара за 29 тысяч рублей. Нельзя их купить за зарплату подземного горномонтажника, который получает в Кемеровской области 25 тысяч рублей. Салфетница за 32 тысячи рублей. Увы, электрик в Нальчике, получающий в месяц 30 тысяч рублей, не сможет купить ее, даже отработав целый месяц. А Роснефть может. Плед бежевого цвета за 124 тысячи рублей. Можем себе позволить, но мы же не какие-то там, я не знаю, врачи-терапевты из Ростова-на-Дону, получающие 16 тысяч рублей в месяц. И корница за 83 тысячи рублей. Ну а что, доступная вещь. Всего лишь каких-то 2 месяца должен работать машинист электропоезда из Нижнего Тагила, чтобы приобрести такой стильный, необходимый в доме предмет. Ну и так далее. И глядя на это все, я хочу сказать, что эти люди, захватившие власть в России, Сечины, Путина, Медведева, они реально спятили на тему роскоши. Ну вот куда это все? Зачем это все? Это ведь все фактически демонстративно швыряется в лицо людям, которые просто с трудом выживают. И если вы, между прочим, думаете, что это какая-то супер уникальная закупка, и Роснефть покупает эти предметы на случай, если Господь Бог сойдет на землю и скажет: а ну-ка, принесите ко мне икры в самые лучшие ваши икорницы, то нет. Они покупают это для вертолета. Ну, ведь в самом деле нельзя же просто лететь в вертолете и не иметь с собой пледа бежевого за 124 тысячи рублей, рюмки для водки за 11 тысяч рублей и щипчиков для сахара за 29 тысяч рублей. Это же будет не полет, а просто какая-то катастрофа. Лично я вообще не выхожу из дома без щипцов для льда и салфетницы, а уж Сечин тем более. Они обнаглели и никогда не остановятся. Вот вроде бы логичный вопрос. Зачем они дразнят народ вот этим? Что должен чувствовать пенсионер, глядя на такие закупки? Что подумает дальнобойщик, с которого прямо сейчас пытаются содрать дополнительные налоги, одновременно закупая икорницы по 83 тысячи? Логичный ответ: не надо этого делать, не надо дразнить, не надо раздражать людей. Сейчас ведь ни у кого нет денег, сейчас довольно тяжелая жизнь. Но разгадка-то в том, что они просто не могут остановиться. Они не могут прекратить этот пир во время чумы ни в большом, ни в малом, ни в дворцах своих, ни в столовых приборах. Но вот посмотрите, вилка у них 11 тысяч рублей за штуку, нож 12 тысяч рублей за штуку и, чайная ложечка за 14 тысяч рублей за штуку. И это безумие не остановится до тех пор, пока мы будем молчать. Я вот вас очень прошу. Если у вас есть знакомый, который получает в месяц меньше, чем стоит эта чертова салфетница за 32 тысячи рублей, ну вы отправьте ему это видео, чтобы он лучше понял, что такое правительство России, что такое государственные компании России и куда уходят его деньги. И, пожалуйста, сделайте еще 2 вещи, которые раздражают нашу власть больше всего.
Первое. Поставьте подпись за мое выдвижение на президентских выборах. Ссылка есть в описании. И второе. Обязательно приходите на антикоррупционные митинги 12 июня, которые пройдут по всей стране. Уже 193 города записались. А то ведь мы сидим по домам, но вот они считают, что мы вообще все согласны с тем, что они покупают себе за наш счет чайные ложечки за 14 тысяч рублей. Но мы-то не согласны. Лично я вот вообще с этим не согласен. Поэтому 12 июня я пойду на наш мирный митинг для того, чтобы об этом сказать. И вы присоединяйтесь и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.